Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Давненько я не снимала новых видео и решила показать, какие изменения у меня на огороде. Пионы отцвели, вот колокольчики уже тоже отцветают, а я их и не успела показать. Мы с Трейси приехали, время где-то 3:30 дня, дождик прошел небольшой. Я хочу сказать, что вот клубника, которую в том году сами сажали, я в этом году никакими сетками их не накрываю. Вот купила вот такие ленточки, отпугиватели от птиц. И немножко это дело помогает. Все-таки мы красную клубнику снимаем, не поклеванную. Конечно, здесь они маленькие еще кустики, но все равно, видите, все равно какая-то ягодка одна вон оторванная, наверное, птичка осмелилась. Капуста июньская уже вяжет качанчики, видите, начинает завязываться. Значит, лук-порей, который я прям совсем несчастными ниточками сажала, вроде оклемался, начал подрастать, уже его видно, по крайней мере, в грядке. Но здесь, конечно, еще укроп прорастает, очень почему-то прям так активно. А там в конце грядки петрушка у меня посеянная. Вот, но, по крайней мере, за порей я уже не волнуюсь. Здесь вот последние пионы отцветают. Дальше, это вот у меня руккола, можно уже потихоньку дергать. Картошка окучена, все красота. Здесь вот самый у меня несчастный, вроде был самый козырный куст смородины, но что-то он весь больной какой-то, прям вот жалко его. Лук вырос, но я хочу сказать, что я обнаружила, что у него есть луковая муха. Некоторые, я вам потом покажу сейчас в теплицу. Девочки и мальчики, красота какая. Во-первых, огурцы как мощно у меня. Здесь вот мамардика пока раскачивается. В левом углу, вон там вдалеке эти арбузы, что-то вообще в одной паре никак не растут. Наверное, мы будем без арбузов. Какие-то не засыхающие. У нас первый огурец. И вот зависть уже следующего огурца. Это вот то, что мне сестра давала рассады. Остальные свои я сажала. Ого, он какой длинный. Я и не видела под за листьями, что он такой длинный. Я думала, пусть подрастет в толщину. А он еще и в длину рос. Ничего себе. Сантиметров 40-45, наверное, в длину. Вот это да, у нас огурчик вырос. Ничего себе, первый. Какой мощный. Он, если честно, неделю рос. Но я, так как он там вдалеке, и мне по ведрам там ходить неудобно, я даже не подходила. Да и я на этой неделе, вот луковая муха, видите, прям вот снизу корешки все жрет, и все. И вонища такая, если кто в курсе, конечно. Я вот выдергиваю эти. Я обработала фитофермом, но еще дня через 2 еще раз обработаю. Слева морковка очень дружная, я ее уже полола, проредила чуть-чуть. Забыла здесь собрать стрелки. Вообще на чесноке я на всем уже обрезала стрелки, оборвала. Здесь вот свеколка у меня хорошо уже начала расти. Я ее проредила, и то, что проредила, пересадила на другую грядку. В этом году у нас яблоки, наверное, вот у нас несколько лет не было яблок. Я не знаю, вам видно или нет. Вот, видите, прямо гроздь целая, тут 6 штук. Но их единичные тоже есть. А было, ну, я не знаю, 1, 2, 3, может быть, штуки. А в этом году, наверное, все-таки будет побольше. И хрен под яблоней, смотрите, какой мощный. Будем мариновать. Я не только длинные огурцы сажала, я разные сажала. И салатные, и на маринование, на засолку. Здесь вот ежевичка начинает уже расти, ягодки. Конечно, все зарастает в крапиве, в юн, кругом. Там вот красный смородина куст полностью вообще задыхает. В сныте. Ну, он вообще какой-то, надо его пересаживать в другое место. Здесь в тени он и в траве в этой. Что-то это самое не очень неудачное место. В тень от яблони там. Там и черноплодка растет, тоже загибается. Ну, потихоньку все раскачивается. Хоть дело к июлю вообще-то. Уже конец июня. Вот свекла здесь у меня. 2 рядочка я пересадила, но вроде принялась. Вдоль соседкиного забора. То есть не соседкиного, а нашего общего, фасоль у меня. Помидоры муж навтыкал палки уже всюду, где помидоры. Мне надо подвязать их, потому что они уже растут, разрастаются. Здесь у меня
бамия, ну вот те, которые раньше взошли побольше, а потом, которые я подсаживала, какие-то взошли, какие-то не взошли. Вот маленькие, видите, всходят только, совсем малюськие. Ну, будем надеяться, что Чехов, если честно, его усадьба была не так и далеко, там километров 30, может, от нас. И он выращивал бамию у себя, причем в таких промышленных масштабах, не грядочку. Вот еще, видите, с луковой мухой, луковичка. Сразу я их удаляю, чтобы это все дело не распространялось. Вот. Ну и фитовермом, надеюсь, поможет. Ну, не поможет, то я вообще, у меня эксхибишн сдох в рассаде, этот сдохнет, наверное, на грядке. Короче, что-то из меня огородница такая, что... Ой-ой-ой. Здесь картошечка уже подокучена тоже, которая позже на 2 недели сажалась и, соответственно, позже всходила. Хочу показать вам мою цветную капусту. По сравнению с тем, как я в прошлый раз показывала, когда они совсем задохлики были, они немножко оклемались, но кто-то их жрет. Видите, они все вот в каких-то дырочках листочки. Я их тут подокучила, сверху посыпала табазолом от этих жрущих всяких. Но надо еще посыпать. Дождики почти каждый день, поэтому смывается этот табазол. Ну, завтра еще раз обсыплю. Вроде бы погода будет получше, чем сегодня. Сегодня еще целый день дожди обещают. Ну, что еще? Редиска. Вот мне надо уже потихоньку выдергивать редиску, потому что, чтобы кабачкам она не особо мешает, она по краям. Но все равно, тем более у меня теперь есть огурец. Им нам надо делать салаты уже или какие-нибудь окрошки. Вообще это, такая... Я сажала здесь один сорт, но почему-то выросло то длинное, то круглое. Странно, из одной пачки. Это было, типа красный великан, типа того что-то. Должны быть все вот такие вот длинные, большие, а вырастают то длинное, то круглое. Я уже потому что дергала здесь. Видите, какая красота. Это поменьше. Ну ничего, мы и поменьше порежем тоже. Потихоньку. Ну, прям вот хорошо сегодня буду прореживать ее, потому что, во-первых, она и должна другим дать расти, потому что, когда крупная растет, тут видите, как часто посеяно. Поэтому, конечно, надо это все. А здесь, это с другой стороны уже, здесь вот с белым кончиком, такая, не помню уже, как называется. Розовая с белым кончиком, будем ее так называть. Типа как 18 дней, но они одновременно все созрели, не 18 дней. Но это все одного сорта, с белым кончиком. И в прошлый раз я дернула, здесь вообще одна была полностью белая. Ни с каким ни кончиком, вообще вся белая. Но на вкус хорошая была, сладенькая. Много я надергала, конечно, редиски. Надо куда-то ее. Может, соседку угощу еще. Вот, видите, тут 2 сорта. Дофига. Классно. Тыквы мои начали, видите, уже там плеть начинает выпускать одна тыковка. Я хотела вам показать, у меня за теплицей соседка еще несколько лет назад давала клубнику какую-то, но она как лесная. Вот мы в том году собирали лесную клубнику, и это такая же, вообще какая-то неубиваемая, она сама лезет куда хочет, растет очень, ягодки, конечно, не крупные, но они такого прям вот земляничного немножечко вкуса. Отличается вкус от обычной садовой клубники. Классные вообще, очень плодовитые, много ягод и плодоносит долго прям, потому что она, некоторые уже красные ягодки, а некоторые еще только цветочки. Конечно, она тут у меня вся зарастает травой, посмотрите, куда вылезла, даже к теплице, а тут метр между этой грядкой и вот этой стенкой теплицы, а то и больше метра. Красота вообще просто. Давайте зайдем. Здесь вот перечная теплица, где сладкий перец. Они у меня что-то маленькие совсем еще. Хотя я высаживала их, почти такими же. Конечно, здесь сейчас вот у меня ближайшая задача прорыхлить и прополоть все, полить. Здесь у меня по малине я с краешку сажала салат, смесь салатов 2 цвета. Очень красиво выглядит. Уже самые крупные я сегодня дерну на салат вот с огурцом, с редиской. Не могу, если вижу траву, и я рядом, мне надо. В перчатках, я не в перчатках. Конечно, надо все время это делать в перчатках, потому что руки мне еще пригодятся для снятия рукодельных видео на другом моем рукодельном канале.
Так, ну здесь вот помидорная теплица. Пока еще тоже, ну, конечно, уже помидорчики подросли и начали цвести. Вон там в конце вот мне соседка давала черики, они вот длинненькие. А так-то что-то они не прям вот высокие у меня. Да, не знаю, может, я перепутала, но вроде не перепутывала. Я подписывала коробку. Редиска меня ждет еще. А я тут увидела, у меня расцвела роза, которую мне на 8 марта дарили. Я ее сюда пересадила, но пока вот один цветочек. А это вот роза сиреневого нежного цвета с таким цитрусовым ароматом, которую я пересадила из того места, где мы грушу посадили памяти Яковлева, вот новую. Я там все переполола, перерыхлила, перебрала. И вот там вокруг груши лук теперь, а розу пересадила вот сюда. Ну и вот тоже гвоздики, часики тоже, ну, где могла, там приткнула. Я вообще не ожидала, что они приживутся, но не хотелось их сохранить. А здесь георгин вырос. Я здесь просто положила клубни георгинов весной, чтобы потом найти местечко, куда их приткнуть. А он вот вырос. И, видимо, один корешок оклемался совсем, который я думала, что он не какущий, а он оказался какущий. Вот здесь вот я планирую в июле, когда не будет так много прополки и работ каких-то, продолжить клумбу. Но я там хочу сделать и вот эту кучу песка как-то прополоть, я не знаю, сделать из нее приличную кучу, а не вот то, что у нас тут травой все заросло. И я хочу сюда пересадить смородину, которая вот у меня, которая как неприкаянная, вон там вот около забора, видите, в центре кадра. И там справа еще один кустик. И вон ту красную, которая у меня там умирает под яблоней в тени. Здесь тоже полутень такая, но тут получше. Здесь хотя бы с утра есть солнце. Ну, даст Бог силы и здоровья, и все это сделаю. Если вам нравится такой формат экскурсия по даче, ставьте лайк. Конечно же, пишите комментарии. Подписывайтесь, если вы до сих пор не подписаны на мой канал. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.